Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной. Пожелать вам всех благ земных в такой светлый праздник. Счастья, здоровья, мира, успехов, реализации. Всего-всего самого лучшего. И, конечно, любви такого окружения. Взаимной, крепкой, долговечной. Вам и вашим семьям, конечно же. Дорогие мои, сейчас хочу предложить гадание. Мы с вами сделаем расклад. Что сбудется в ближайшее время? Что сбудется? Мы сделаем 3 варианта. Давайте будем это делать без сигнификации, потому что, невзирая, да, какие у вас сейчас обстоятельства, у всех у нас есть планы, у кого-то, значит, будет совпадение. И, возможно, вы рассмотрите сейчас свой вариант, да, то, чего бы вам хотелось, как это будет сбываться, сбудется, не сбудется. Так, это у нас первая колода, да, первый вариант. Ну, вот так вот, давайте, вот такой камушек. Так, вторая колода. Захотелось мне арканум. Давайте. Что сбудется? Вот так. Угу. Вот так, например. Второй вариант. И третий вариант. И вот это будет у нас третий вариант. Ну что ж, дорогие мои. Я не знаю, стоит ли вам выбирать прямо вариант. Почему бы не посмотреть все 3, да, и посмотреть, что и как будет сбываться. Потому что планов же у нас много, да, не один же только план. Ну, пусть даже, может, у кого-то есть один супер план, но еще обязательно есть какие-то такие более мелкие планы. Итак, 3 варианта. Для тех, кто захочет все-таки просмотреть один вариант, да, ну, в общем, рекомендую все 3 посмотреть. Итак, давайте мы с вами начнем. Так. Угу. Это у нас второй, это третий. Для тех, кто все-таки захочет выбор сделать. Так. Ну что сбудется? Естественно, как сбудется, какая будет дорога, да? Смотрим. Смотрите, сразу пошла у нас колесо фортуны. Идет удача, идет какой-то поворот. Возможно, знаете, какое-то дело вот застряло, долго не шло, не открывались двери, не получалось. Что-то все-таки поедет, понимаете? Кто-то, может быть, реально планировал какую-то поездку. Понятно, что ответ колесо, значит, сбудется, да? Сядете куда-то там, самолет, автомобиль, что угодно, и поедете. Это касается отношений, работы, поиска работы, перемены какой-то, переезда и так далее. Понимаете, что вы тут задумали, связано с движением. А любое движение у нас, вернее, в любом деле у нас движение — это главное, правда? То есть что-то будет все-таки получаться в том деле, которое мы рассматриваем. 9 жезлова говорит о том, что пришлось вам таки какие-то, или придется вам что-то преодолеть. Вот кто-то буквально, например, едет за границу. Потому что, понимаете, да, это колесо, вот оно, пересечение границы, да. Опять же, границы, препятствия. Люди ли ставят эти препятствия, обстоятельства ли их ставят. Так и так, но вы это преодолеете. И да, это еще не финал. То есть, да, то, что у нас вышло колесо, не значит, что уже все пошло прям так шелково. Все равно еще какое-то препятствие вы будете преодолевать. Смотрите, 8 пентаклей, карта труда, который принесет вам большое-большое удовлетворение, успех, доход. То есть то, над чем вы сейчас потрудитесь, будет вам по результатам очень успешным. Вы получите этот результат. Даже если кто-то сейчас думает о, скажите, отношениях, да, ведь мы же тоже трудимся над отношениями. 6 кубковая говорит о том, что выходите вы на ту стезю, на ту дорогу, которая вашему сердцу мила. Потому что это у нас путь, это у нас дорога. И о кубках. То есть, если для кого-то тема, вопрос сейчас был о даже деньгах, о работе, вы будете этой работой довольны. Если о любви, насколько мы, да, по 6 кубковой, получите вы вот это что-то прекрасное. Видите, вот здесь мальчик одевает девочке, там дарит букетик, да, как бы пристегивает букетик к платьицу. Поэтому вы получите вообще удовлетворение, радость от
результатов вот этого преодоления вашего, да, получаете то, что вам хотелось. Дальше идем. Да, боже ты мой, пентакли вы тут, девчоночки, шанс, крупная сумма денег, успех, какой-то звездный ваш час, да, классная работа, либо наконец-то ваша ценность у вас в руках, да, ваш любимый наконец-то рядом с вами. Вот так вот идет. Ой, смотрите, девятка кубковая. Будете очень радоваться. Разделите эту радость со своими друзьями, со своими родными. Ну, скорее всего, друзья идут. И вы знаете, десятка жезловая подходит к финалу какая-то трудность, да, то, что вам не так уж легко это приходит в ваши ручки, то, что вы здесь добиваетесь чего. Но то, что оно придет, вы будете радоваться, будете счастливы, это однозначно. Плюс пентаклевый туз — это еще огромные перспективы, да, то, чего вы достигаете, открывает вам двери еще к чему-то новому, понимаете? Если это любовь, здесь перспектива построения семьи, рождения деток и так далее. Если это работа, перспектива там роста, очень хороших заработков и так далее. И показано здесь, конечно, то, что вы действительно много трудились, и вы получаете вот эти вот результат такой, ну, заслуженно. Опять же, десятка всегда говорит о том, что этот этап такой трудный, он подошел все-таки к финалу, да, и дальше уже у вас будет гораздо легче. Все пойдет гораздо легче. Так, дальше. Королева пентаклей. Вы держите в своих руках вот этот ваш пентакль, то, чего вы так сильно желали. Вот, вы держите в руках. Это же вы понимаете, да? Что о королеве пентаклей? Давайте мы еще немножечко поговорим. Это женщина, очень практичная. Вы любите контролировать. Вы хотите, чтобы ваша жизнь была под вашим контролем, и это замечательно, и у вас это точно будет, да? Здесь закрываются проблемы какие-то гештальты закрываются касательно, может быть, того, чего у вас не было, к чему вы долго шли, и теперь вы это получаете. Вы любите себя, уважаете, цените, требуете этого от других людей и получаете. И радуетесь этому, тому, что вы получаете именно это уважение, ценность вашего общества вы чувствуете в том социуме, в котором вы находитесь. Поэтому это очень такая значимая энергия, да, когда в ней находится человек, расцветает человек, расправляются плечи, да, вы не боитесь завтрашнего дня, вы понимаете, что вы достигли чего-то, к чему вы шли, к чему вы стремились, и вы этого достойны, самое главное. Так, еще что? Девятка пентаклей. Ну, посмотрите, какая идет карта. Ну, не знаю, как дальше пойдет, но первый вариант, конечно, просто волшебный. Вы только посмотрите. Смотрите, сплошные пентакли и двойка кубковая. Я думаю, что на первом варианте мы будем уже четко останавливаться, потому что здесь нам эта колода, в которой... Смотрите еще, что на дне солнца у нас. Ну что ж, первый вариант вообще очень счастливый у нас. Первый какой-то ваше вот достижение приведет вас к успеху, к радости, к счастью, к реализации. Двойка кубковая. Паре будете. Те, кто хочет быть в паре, вы точно будете в паре. Для тех, у кого этот вопрос был про союз какой-то, да, про супружеский союз, допустим. Для кого-то, может быть, у вас и так все хорошо в супружестве, и у вас был вопрос о каком-то бизнесе, да, особенно если вы хотите это партнерские отношения, партнерский союз, то здесь тоже все у вас получится, да. Девятка пентаклевая, пентаклевый паж. Задумали вы, допустим, какие-то новые шаги, новое начинание, да, что-то открыть, все будет получаться. Плюс, видите, идет вам еще помощь от кого-то, поэтому по двойке кубковой. Ну и про любовь тут вообще не обсуждается, видите, да, что все у нас идет замечательно. Четверка пентаклевая, следующая карта, да, стабильность. Будет это все стабильно, то есть не на один день, либо там месяц, да, все хорошо, а потом снова полетело. Нет, вы ходите все-таки на стабильность, дорогие мои. Вот такой у нас первый вариант. Можно сказать, неожиданно, да? Такое впечатление, колода решила вот выдать прям все самые прекрасные карты для вас. Ну что, идем во второй вариант. Итак, ну что, второе событие, да, что сбудется и как, каким методом. Посмотрим, что нам скажет аркан. Так, на пороге скорое событие.
вообще скорость какая-то, да, будут быстро-быстро что-то происходить. Но это у нас еще, конечно, и мужчина, рыцарь жезловый, огненный. Может быть, какой-то мужчина молодой, моложе вас. Может быть, скажите, в каких-то разъездах сейчас, например, заехал к вам, вы давно ожидали человека, встреча произошла, и дальше быстренько поехал. Такое тоже может рыцарь показывать. Но также это и просто ваша скорость, ваше какое-то движение. Так, скорая встреча идет все-таки. Ой, ой, ой. Два рыцаря обнимают эту встречу. Смотрите, встреча идет скорая, счастливая, радостная. И по рыцарю мечевому вот есть ощущение, что кто-то из вас, возможно, вы, возможно, этот мужчина, с которым будет встреча, очень другого человека пытался контролировать. Ну, как бы такая, скажем, может, не очень красивое слово, но оно отражает действительность, такая слежка, да, то есть все время контролировал, где вы, куда пошли, куда пришли. Может быть, даже этот был контроль не с целью, как вам сказать, знаете, какой-то там, когда человек ревнивец, там, синяя борода, да, а, ну, просто вот хочется знать, да, насколько вы там, где вы бываете. Это вот соцсети, когда человек все время посещает, заходит, может быть, смотрит ваши фотографии, любуется вами. То есть вот так вот. И очень скоро это будет встреча. Радостная по четверке. Где-то вы захотите уединиться в каком-то помещении, побыть вдвоем, насладиться. Ну вот в этой колоде здесь девушки нарисованы, но это не играет роли. Это работа уже художника. Вообще четверка жезловая – это пара. Встречаются люди, именно пара. И здесь большая перспектива. В некоторых колодах эта карта прорисована вообще как свадебная. То есть у этой встречи большие перспективы, понимаете? Здесь так люди горят друг другом. Опять же, первая карта тоже говорит о том, что вы зажигаете друг друга, у вас есть страсть, да, большой огонь, и он взаимный. И хочу сказать, что здесь... Ну, возможно, даже далеко зайдут вот эти ваши отношения. Ну, давайте дальше смотреть. Боже мой, у кого-то так далеко зайдут, что и детки будут, понимаете? Кубковый туз. Мама дорогая, что это сегодня у нас за волшебный рождественский действительно расклад? Итак, дорогие мои, вот эта встреча с мужчиной, который вам действительно очень ценный для вас и очень дорогой. Вы чувствуете себя с ним на вершине счастья. Это тот человек, который вам дарит огромную радость, и вы ему тоже дарите взаимно. Я вижу, что, возможно, именно с ним вы первый раз в жизни реализуетесь как женщина, да, он говорит вам те слова, которые вы хотите слышать, и он говорит их искренне, он делает для вас все, чего вы только желаете и пожелаете. Я хочу сказать, что, конечно, по этому раскладу, естественно, здесь вышло по шестерке кубковой то, что вы уже знакомы, что это не новый человек, потому шестерка кубковая часто у нас все-таки показывает, что вы оборачиваетесь назад, то есть, значит, это кто-то, кого вы уже знаете, уже любите. Вот с таким человеком будет встреча очень счастливая, напоена друг другом. Я хочу сказать также, карта шестерка кубковая, детская карта, поэтому здесь, возможно, реально будет встреча, при которой мужчина вам сделает предложение: стань моей императрицей, да, стань моей женой, хочу детей с тобой, хочу прожить с тобой, потому что эта карта часто свадьбу показывает, то есть прям брак. Вот такая будет встреча у вас, дорогие мои. Так, давайте посмотрим. Почему-то захотелось копнуть глубже. Да, радостная встреча. А есть ли какие-то, возможно, не то чтобы препятствия, а есть ли кто-то, кто этой встречи, может, не сильно бы и хотел, да? Ну, вот такой вот человек. Давайте посмотрим, есть ли такие люди. Либо у вас чистая дорога перед вами. Так, вы знаете, вышла пентакливая королева. Значит, какая-то есть женщина, пентакливая, может быть, вы с ней знакомы по работе, может быть, доверяете кому-то свое сердце, да, на работе, потому что пентакль это может показывать как объединение людей по денежке, да, по работе. И здесь, конечно, раз уж мы такой вопрос задали, значит, есть какая-то дамочка, которая интересуется этим событием, этой вашей встречи. Я не скажу, что она делает или желает какого-то вам зла.
но точно интересуется. Семерка кубковая, видите, вот оно, вот они, вот эти все какие-то планы, интересы. Кстати, это еще карта розовых очков. Может быть, эта женщина вообще, допустим, ваша подруга, но не желает вам как будто зла на самом деле. Это может быть и родной вам человек. Ну вот почему-то пентакль в руке. Давайте мы раскроем немножко эту тему. Так, действие какое-то, но действие какое-то... в розовых очках какое-то действие. Смотрите, а может быть это, допустим, сестра ваша, какая-то женщина, которая желает, чтобы у вас все прекрасно получилось, и даже хотела бы вам помочь, либо уже даже подарок приготовила. Вот если вы, допустим, скажете, что у вас будет брак, роспись, допустим, да, и вот она уже размышляет, чтобы вам такое подарить. Видите, вот размышляет, вот карта выбора, хочет действовать и хочет вам монетку подарить. Понимаете? Поэтому вот тут, наверное, я не совсем правильно поставила вопрос, да, кто вообще вот интересуется вашими встречами? Вот так будет правильный вопрос. Вот, потому что не вижу я здесь никакого негатива, чтобы кто-то не хотел там ваших встреч. Вот такого не вижу. Наоборот, смотрите, все идет в планах, в пентаклях. Вы знаете, есть какая-то женщина, которая, вы еще, может, еще к этому не созрели, а она уже тут вот планирует свадьбу вашу, роспись вашу. Вы видите? Вот идут планы, как это все будет, вот он выбор, вот они денежки, да, сколько нужно сложить, отложить, сколько нужно заработать. Возможно, вот идет пара, допустим, сестра с мужем, да, брат с женой. Ну, для родителей, наверное, слишком молоды, хотя, как знать, может быть, действительно и родители, которые сейчас думают о том, как бы вам что-то бы организовать такое классное на самом деле. Вот так, я не увидела никаких негативов в вашу сторону со стороны других людей, а как-то наоборот заинтересованность, чтобы вы что-то построили, чтобы у вас получилось, да, и есть желание с их стороны вам даже вот как-то помочь. Так, что мы еще спросим? Давайте спросим. Ну, как скоро это будет? Так, мы видели, что скорость, как скоро. Десяточка вышла, тройка вышла и четверка вышла. Итак, по десятке. Так, по десятке у нас это полный цикл. Значит, через месяц, в первых числах. Первые числа, тройка, четверка, но через месяц. Так, ну и совет еще от карт давайте. Совет. Вот, по поводу вашей встречи. Ну, вы представляете, какая карта идет. Итак, совет какой? Мужчина вас любит. Если у вас есть, например, вдруг какие-то размышления, а любит ли он меня так, как я его? Да, он вас любит. Человек заботливый. Человек идет к вам с открытым сердцем. Кстати, вот пентаклевый паж, вообще пентакли это медленная же карта. То есть у вас уже какой-то период отношений длится, да, может у кого-то долго, у кого-то как угодно. Ну, в общем, какой-то процесс. Это не новый человек точно, это он уже в вашей жизни есть. И совет от карт: довериться этому человеку. Вот он идет победитель, понимаете? Даже если сейчас, допустим, он у вас еще не достиг каких-то там вершин, о которых бы вы мечтали, чтобы ваш мужчина был там таким-то да таким-то. С вот этой картой победителя мы понимаем, что он, во-первых, больших вершин достигнет, а во-вторых, он вам идет в радость, понимаете? Однозначно очень хорошая карта. Человек идет с любовью, чувствующий, нежный, заботливый, внимательный. Человек, который любит вас, душу вашу любит, да, не только там ваше тело прекрасное, но и душу вашу любит тоже. То есть тут, видите, как мы не старались вот так вот как покопаться, да, а вдруг. Но карта хорошая идет, и даже никаких негативов не увидела у вас. Смотрите, если у кого-то из вас все-таки есть между вами люди или какие-то препятствия, а вы их здесь не увидели, хочу сказать, и учитывая весь расклад, я так понимаю, что вы очень все-таки пришло то время, когда вы, ну, на раз все-таки справитесь с этой проблемой, что она у нас даже не показана. Вы ее, скажем так, преодолеете, переступите, перейдете. Тем более там в самом начале, да, было у нас показано, что вам надо будет вот эту девятку жезловую как бы что-то переступить, что-то перейти, пережить, что ли, преодолеть. Ну что, идем в третий вариант. Итак, третий вариант. Что сбудется? Давайте посмотрим.
Третье событие, да, что будет сбываться. Итак, 4 пентаклевая, девчоночки, мужчины, кто смотрит, это у нас всегда стабильность, стабильность финансовая, но это и в целом у нас стабильность, как в отношениях, да, когда в доме порядок, все четко, все по полочкам, да, вы понимаете, что вы не боитесь завтрашнего дня, да, у вас есть дом, у вас есть в доме уют, вы это очень цените, бережете, и, ну, как вам сказать, для вас это ваша крепость, да, это мое, я никому это не отдам. Давайте мы тогда посмотрим, возможно, это является вашей целью на сегодняшний день, вырвалось прямо из рук. Давайте посмотрим. Возможно, это чувство, это ваше желание на сегодняшний день. Возможно, показано, что вы и сейчас находитесь в таком положении, в таком ощущении. Давайте тогда посмотрим к этим картам, что вдобавок идет. Вы знаете, есть ощущение, что вы смотрите куда-то на другие берега. То есть это переписка, либо общение с кем-то, с каким-то человеком. Он далеко от вас сейчас. И как будто долго его ждете. Возможно, здесь показана женщина, у которой есть все, но нет любимого человека. А возможно, даже и переписки нет, и общения, а просто ожидание, да, ожидание мужчины, долгое время ожидания, чтобы в вашу жизнь вошел какой-то человек, чтобы вот в этом доме, где есть все, но нет женского счастья, да, появился человек, который подарит вам это счастье. Давайте посмотрим. Да, Иерофант. Маг. 6 жезловая. Итак, есть такое ощущение, что женщину, которую мы сейчас рассматриваем, женщина обращалась уже и к Богу, молитвы, да, Боже, пошли мне человека, с которым я буду не одна, с которым я буду счастлива. И либо к магии, либо вот экстрасенсорика, то есть вот обращение, понимаете, ко всем возможным силам. Опять же, вот Таро расклады, да, это же подсказки, это же вам, пожалуйста, вот эзотерика. То есть человек ради того, чтобы достичь вот этой своей гармонии, своего счастья и стать победителем в жизни, у вас было вот обращение, как, знаете, как человек и туда, и сюда бежит. Ну, так оно и есть, знаете, когда прижимает сильно, мы действительно обращаемся везде, где можем. Это мы точно прекрасно знаем все, потому что каждый человек был в какой-то такой, может быть, затруднительной ситуации. Итак, приведет ли ваше вот это такое истовое желание, да, наладить свою личную жизнь к успеху? Давайте посмотрим, потому что я вижу, что у вас есть очень большое желание, и вы прикладываете для этого все-таки все усилия, все возможные усилия. Итак, вышло 2 короля. То есть, если сейчас даже нет мужчины у вас, то у вас вот на пороге целых 2 идет, 2 мужчин идет. Мечевой король и император. Они очень разные, кардинально разные. Но вы будете их рассматривать все-таки. Умеренность — это у нас темперанса. Очень часто показывает семейную жизнь. То есть вам нужен человек именно для жизни, это я точно вижу. И вы будете их и одного, и другого будете рассматривать как для жизни. Люди очень разные, давайте мы их обсудим. Итак, мужчина-император у нас уверенный в себе, спокойный, надежный, у него есть очень хороший тыл, у него финансовая очень хорошая защищенность есть. Возможно, какой-то начальник где-то кем-то управляет. Возможно, допустим, ну, для взрослых женщин, может, он уже и, допустим, и на пенсии, все может быть, да. Но остается таким, может быть, властным, знаете, привык вот командовать. Он достойный мужчина, он это понимает, он себе цену знает. Вот так. Для молодых женщин, да, для тех, у кого же все только начинается, понятно, что за этим мужчиной как за каменной стеной. И он такой, что решает все проблемы. В общем, главное, чтобы он любил. Так, мечевой король. Человек у нас может быть немножко жадноват, например, на комплименты.
Но не значит, что он не умеет любить или не даст там женщине все, что женщина хочет. Просто он может такой немножко быть, знаете, жестковатый, рисковатый. Может работать где-то связано с госорганами. При погонах быть может тоже, потому что меч в руке у нас у короля мечевого. Вообще может резким быть таким. Такой очень проявленная такая мужественность в нем. Будет выбор, будет двое мужчин у вас, вот так. Какого вы выберете? Ну, вы очень хотите вот в этом доме вашем прекрасном, таком красивом, да, чтобы был мужчина, чтобы быть счастливой. Выбор будет. Давайте посмотрим тогда, что нам карты скажут о вашем выборе. Вы знаете, целых 2 карты вышло. Давайте мы их рассмотрим, конечно, о вашем выборе. А выберите 3-го, скорее всего, девчонки. Будет выбор, будете, наверное, колебаться между 2 мужчинами, а выберите потом 3-го. Вот он. Вышел у нас жезловый король. Огненный, темпераментный, весь такой на одной ноге крутится, харизматичный, нравится женщинам, но он умеет любить. Если он выбирает одну женщину и любит ее, то вполне можно жить с ним и быть счастливой, и не бояться, что он там будет куда-то налево, что ли, ходить. Итак, есть ощущение, что вот этих 2 кандидатов вы не выбираете. По 5 кубковой что-то, каждый из них будет вроде бы достоин, но что-то не то, что-то не то. Невзирая на то, что вы хотите все-таки покончить с вот одиночеством, да, и входит в вашу жизнь все-таки жезловый король. По 2 жезловой вы будете с этим королем. Именно этого выбираете. Давайте мы его сейчас тогда рассмотрим, да. Вот у нас 3-й вариант, смотрите, сплошная, тут все про любовь и про выход из одиночества, что тоже очень даже замечательно. Итак, с этим мужчиной рядом вы будете императрицей. То есть он вам дает столько нежности, столько любви, столько заботы, что вы будете просто королевой, знаете. С этим мужчиной вы для себя, ну, какие-то откроете неведомые совершенно горизонты. То есть то, о чем вы мечтали себе, в ваших мечтах, представляли себе, 7 кубковая, да, это ваша фантазия, у вас все с этим мужчиной будет реализовано. Вы будете с ним четко реализованы как женщина. Это то, что я вижу. 7 жезловая, хочу сказать, это просто, насколько показано, вы будете все-таки оберегать ваши отношения. То есть здесь, скажем так, если у вас есть какие-то подруги, которые, на ваш взгляд, допустим, более выглядят как сказать, привлекательно, что ли, да, либо действительно очень фривольно себя ведут вообще с мужчинами, да, вы этих всех будете людей убирать из своей жизни, потому что вы будете беречь этого мужчину и ваши отношения. Ну, вот так я вижу. Так, хотя вы императрица, а он жезловый король. Вы на самом деле рядом с ним, вы будете как выше, понимаете? То есть либо он вас на такой пьедестал посадит, либо действительно он, может быть, моложе вас будет, либо, ну, как бы социально, если вы там какой-то, не знаю, руководитель на каком-то предприятии, у него работа может быть социально ниже. Но для вас это не будет столь важно. Для вас будет важно именно этот человек, этот мужчина и ваши отношения. 10 пентаклевая, но вам идет семья с этим человеком. Пентаклевая 10. Во-первых, очень гармоничная карта в плане финансов, поэтому мы даже не спрашивали, но я вижу, что у вас и так же положение, да, хорошее здесь по вот этой первой карте. И так и будет продолжаться. Вы свой тыл, свою, либо работа у вас прекрасная, либо другие какие-то доходы есть. У вас все это сохраняется, 10 пентаклевая идет. Все замечательно в финансовом плане. Либо есть и будет, либо будет, если пока что нет. Но также это у нас карта очень-очень семейная. Поэтому ну, вот, переезд, переход. Переход в новое качество с этим мужчиной. Перемены большие. Колесница победитель еще у нас, кроме того, что это перемены в жизни грандиозные, это старший аркан. Это у нас еще реальная, может быть, дорога с этим человеком, либо реально просто такая победителем будете, победительница, простите, да, заговариваюсь, сколько раскладов в день. Ну что,
С этим человеком вы реализуетесь, то есть получается третий. Вот если вы сейчас одна, будет двое мужчин, с которыми вы будете общаться, там как-то выбирать, присматриваться и так далее, но, может быть, уже и придете к какому-то выбору, да, а потом раз, и на горизонте, когда резко, неожиданно появляется совсем другой человек. Вы его еще, скорее всего, не знаете. И вот с ним действительно пойдут перемены, которые приведут вас к семейной жизни, к тому, чего вам так очень сильно хочется. Человек идет. Вы знаете, в нем в одном будет собрано все характеристики, все, что вам нужно от мужчины. То есть этот человек умеет заработать. Этот человек у нас, хороший любовник. Этот человек по тройке кубков, он очень общительный, у него много друзей. То есть вот если этот дом сейчас, например, полная чаша, да, у вас, но в нем не хватает огня, в нем не хватает любви, в нем не хватает энергии. А это, видите, в этой колоде так и прорисовано. Вот, да, женщина одна сидит, да, все прекрасно, но она одна. Вот с этим человеком у вас жизнь поменяется полностью. То есть дом будет наполнен смехом, энергией, какими-то людьми. Если вы молоды, то там и детки будут. Все, как вы запланируете. Ну вот такой вот, в третьем варианте, видите, здесь идет мужчина, поиск мужчины, выбор мужчины. И то, что вы его все-таки встретите, все-таки придет в вашу жизнь этот человек. Вот такой у нас был третий вариант. Ну, здесь и о финансах. Хоть и коротко сказано, но ясно, да, финансы есть, финансы будут. Вот так. Вот такое у нас гадание. Всех люблю и обнимаю. Еще раз с праздником. До новых встреч. Пока-пока.